Привет и добро пожаловать на канал о рисовании и творчестве «Как курица лапой». Надеюсь, вы уже успели посмотреть новый сезон сериала «Любовь, смерть и роботы», потому что в этом видео я буду рисовать героиню последней серии третьего сезона. Начинаю с рисунка. Наметила наклон головы и линии глаз и бровей. Тут глаза – основной элемент, поэтому обозначила их, а все остальное уже рисую вокруг. Ширина лица в скулах у героини очень широкая. Я это упустила, и из-за этого на рисунке лицо получилось более узкое, впрочем, как и слишком длинный нос. Эти неточности я заметила уже поздно, но расценивать это можно как собственный авторский стиль. Головной убор и украшения вокруг головы я не прорисовываю, буду делать их сразу красками. На этом этапе рисунок выглядит не очень, и губы похожи на широкие усы, но это только пока я не перешла к краскам. Перед рисованием красками очень полезно создать цветовую палитру, посмешивать цвета и найти интересные сочетания и оттенки. Выкрасить их на бумаге и посмотреть, насколько изменяются цвета при высыхании. А так как бумага у меня тонированная и плотная, посмотреть еще и как краски ведут себя на ней. Конечно же, эту подготовку к рисованию гуашью я пропустила, но об этом дальше. Итак, краски, которыми я пользовалась, это черное и белое, охра, синий и теплый коричневый с красным. Так как бумага уже имеет свой тон, а тон – это светлота или темнота цвета. Бумага у меня не самая темная и не совсем белая. Итак, я начала рисовать с темных участков. В черный решила добавить немного синего, чтобы темная краска имела цвет, а не была плотно черной. Этим цветом заполняю волосы, брови и глаза. У меня на палитре есть желтая и фиолетовая краска. Я думала, что буду использовать их и даже попыталась это сделать, но увидела, что портрет получается слишком холодный и к нему просится теплый цвет. Несколько таких оттенков я добавлю чуть позже. Фиолетовые губы и глаза я перекрыла новыми цветами, чтобы неуместные оттенки не маячили в работе. Путаницы можно было бы избежать, если бы я поработала с палитрой и составлением оттенков заранее, а не в процессе рисования портрета. Тут я подумала, что одного красного мне будет достаточно, но он тоже выглядел холодным, когда я начала добавлять его на щеки и губы. Поэтому в ход пошел красно-коричневый. Итак, изначально я хотела использовать изумрудный, желтый и фиолетовый, но отказалась от них в пользу теплых красно-земельных цветов. Смотрим, что из этого получилось. Мне кажется заметно, что лицо становится живее и красочней. Постепенно двигаюсь к светлым оттенкам, выставляя блики и светлые участки лица и бусин. На втором этапе я определилась с цветом, закрасила крупные области, порисовала свет и тень. Теперь дело за деталями. Так как гуашь нещадно светлеет, я еще раз прохожусь по теням. Объем классно получается, если есть хороший перепад между светлыми участками и темными. Такой перепад называется контрастом. И чтобы мой портрет был объемнее, я добавляю контраста, то есть делаю темные участки темнее, а светлые светлее.
Внимание к себе требуют и детали головного убора и украшений. Отрываюсь от портрета и светлыми и темными точками делаю нити бус. Этот рисунок был не самым простым, и дело не в сложности и не в обилии деталей, а в том, что не стоит перепрыгивать через ступеньку, а работу следует вести последовательно и постепенно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а сейчас давайте посмотрим на итог. На следующий день с новыми силами еще раз прохожусь по бусинам, расставляя мелкие штрихи и мазки на бусы и глаза. Добавляю еще синего в темные участки и понимаю, что улучшать портрет можно бесконечно. Давайте лучше сравним первый этап, второй и финальный результат. Делитесь в комментариях, как вам портрет, похоже ли получилось.